Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить одно из моих самых любимых блюд. Это вареники с черникой. И эти вареники на самом деле можно готовить не только с черникой, но и с клубникой, и с вишней. И они получаются очень вкусные. Сочная начинка, очень нежное, пышное тесто. Сами вареники похожи на такие маленькие пирожки, потому что готовлю я их на пару. Но на самом деле эти вареники можно и отваривать в воде. Обязательно приготовьте и попробуйте. Подаю вареники со сметаной и сахаром. Это, конечно, невероятно вкусное лакомство, которое любят и взрослые, и дети. И сейчас я разрежу вареник и покажу вам, какой он получается внутри. Конечно, вареники с черникой надо разрезать очень аккуратно, потому что сочная начинка. Посмотрите, какая красота! Пышное тесто, много сочной начинки. И здесь, посмотрите, сверху тесто на варениках абсолютно не темнеет. Поэтому я и рекомендую раскатывать тесто чуть-чуть толще. И вообще оно здесь великолепное, очень вкусное и пышное. Получаются такие, как паровые пирожки. Для того, чтобы приготовить очень вкусное тесто для вареников, мне понадобится примерно 450 граммов муки. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше, будем смотреть по консистенции теста. 250 граммов теплого кефира комнатной температуры. Также буду добавлять в тесто немного жирной сметаны, 50 граммов. От этого теста станет еще вкуснее. 1 столовая ложка сахара, пол чайной ложки соли и 3/4 чайной ложки соды. В миску я просеиваю муку, но не всю, немного муки оставлю. Также в тесто я просеиваю соду. Добавляю соль и сахар. Хорошо все перемешиваю. Делаю небольшое углубление, вливаю сюда кефир и добавляю сметану. И начинаю замешивать тесто. Здесь очень важно, чтобы тесто было мягким, не забитым мукой. Тогда вареники получатся вкусные. Тесто будет пышным и очень вкусным. Поэтому, конечно, я рекомендую сразу всю муку и не добавлять. Потому что и мука разная, и кефир. Очень часто в тесто для вареников добавляют яйцо. Я не рекомендую это делать, так как тесто тогда получается более плотное и такое как бы жесткое. Я собрала тесто в один ком. И посмотрите, тесто у меня даже сейчас еще такое немного липковатое. И вот такое оно должно быть. Я не буду сюда больше добавлять муку. Сейчас домешу тесто на столе. Сейчас вымешу тесто примерно в течение 5-7 минут. Конечно, если вам понадобится, добавляйте муку. Но я уже чувствую, что тесто именно такое, какое мне надо. Тесто я хорошо вымесила. Посмотрите, насколько нежное оно получается. Фактически оно не прилипает к рукам, но оно такое на грани липкости. Именно тогда тесто получится очень нежным. Перекладываю его сейчас в миску, закрываю пленкой и оставлю отдыхать минут на 20. И, кстати, всего в тесто у меня ушло 400 граммов муки. Для начинки я уже подготовила чернику, я ее промыла и оставила в сите, чтобы стекла лишняя влага. Также у меня здесь сахар 100 граммов и неполная столовая ложка крахмала. Сахар я смешиваю с крахмалом. Это нужно для того, чтобы начинка не вытекала из вареников. Также, конечно, для начинки можно использовать не только чернику, но и вишню, и клубнику. Вареники получаются очень вкусные и сочные. Тесто отдохнуло, и сейчас будем формировать вареники. После того, как тесто полежало, оно стало еще более нежное. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Формировать вареники можно разными способами. Можно раскатать валик
и отрезать кусочки теста и формировать вареники. Но я люблю вареники более такие одинаковой формы, поэтому я тесто немного раскатаю и буду вырезать кружочки. Тесто не надо раскатывать слишком тонко, так как у нас вареники с ягодами, с сочными ягодами. Поэтому, чтобы тесто не прорвалось, оно должно быть достаточно толстым. Конечно, если вы будете готовить из этого теста вареники с другой начинкой, например, с картофелем, можно раскатывать тесто потоньше. Я раскатала тесто, пласт толщиной примерно 3 мм. Здесь у меня выемка диаметром 9 см. Опускаю выемку в муку и вырезаю кружочки. Конечно, размер вареников выбирайте сами, какой вам больше нравится. И, конечно, я уже поставила кипятиться воду для вареников. Излишки теста я собираю, снова их подкатываю, чтобы тесто немножечко отдохнуло, а затем я его снова раскатаю. Сейчас я беру кусочек теста и немножечко утончаю края. И придаю не совсем круглую форму, а чуть овальную. Насыпаю в середину сахар с крахмалом. Выкладываю ягоды черники. И постарайтесь, чтобы, конечно, на тесто не попала начинка, чтобы вареник хорошо слепился и не порвался во время приготовления. Хорошо закрепляю. Можно окунуть пальцы в муку и хорошенечко пройтись по краю. И получается такая небольшая бахрома. И, конечно, таким образом я леплю все вареники. И когда слепили первую партию вареников, сразу же их надо отваривать или готовить, как я сегодня, на пару. Вареники с ягодами не могут долго лежать, так как ягоды могут потечь. Сегодня вареники я буду готовить на пару. Здесь у меня кастрюля с кипящей водой. Кастрюлю я затянула марлей. Марлю надо постараться затянуть очень плотно. И выкладываю на марлю вареники. Самое главное, аккуратно, чтобы не обжечься. Оставляйте расстояние между варениками, так как они увеличатся в объеме. Именно таким образом всегда готовили вареники в моей семье. Закрываю вареники крышкой и готовлю их таким образом примерно 7 минут до готовности. Если вы хотите вареники не готовить на пару, а отваривать в воде, тогда забрасывайте их в кипящую воду, подождите, когда вода снова закипит, вареники всплывут, варите их еще 1 минуту после закипания воды, и вареники будут уже готовы. Первая партия вареников у меня уже готова. Посмотрите, какие они получились пышные, очень красивые. Готовые вареники сразу же присыпаю сахаром, чтобы они не слиплись. И посмотрите, какие они пышные получились, просто такие пирожочки. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. Вареников по этому рецепту получается достаточно много. Конечно, многое зависит от того, какого размера вы их готовите. И тесто здесь необыкновенное. Вы видите, даже после того, как вареники полежат, тесто сверху не темнеет. Они великолепные. И, конечно, я сейчас с огромным удовольствием попробую эти вареники. Обязательно со сметаной. Откусываем аккуратно, потому что они очень сочные. Вареники получились просто вкуснейшие. Именно такие готовила вареники моя бабушка и моя мама. Они получаются настолько пышные, настолько сочные. Конечно, это настоящее лакомство. И, конечно, я всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Люда Easy Cook, позитивная кухня. Будет еще много интересного. Всем пока!